Всем привет! Сегодня у нас расклад «Как изменится твоя жизнь через год». И прежде чем начать, приглашаю всех в проживание арканов, в манифест и в эзотерическую библиотеку с закрытыми раскладами. И также скажу, вот эта колода — это колода нейроведьмы и деда номер один. Есть еще две колоды, вы их можете взять себе, макеты я имею в виду, для распечатки на Бусти, в самом верхнем посте. Ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. По поводу колод. А, Вы их можете, макеты я имею в виду, взять, распечатать, можете продавать. То есть доступ я даю полный. Все авторские права за мной, поэтому я на них подавать не буду. Никому я не перепродавал авторские права. Поэтому можете взять спокойно, зарабатывать на колоде, или просто себе распечатать. В продаже, они в продаже есть, но девочка из магического чата собирает желающих и распечатывает всем, кому нужно. Можете зайти в магический чат на уровне проживания арканов, также доступен. Так что, если готовы себе сделать такой подарок, я имею в виду проживание арканов и манифест, добро пожаловать. Итак, давайте начнем наш расклад. Единички. Первые две карты — сигнификация. Следующие три карты — читаем ответ на вопрос. И последние две карты — совет. Кто ты, что ты за человек? Тут понятно, да, по картам? Ты такой человек, для которого отношения — это не игра и не какое-то там временное развлечение. И это твой серьезный осознанный выбор. В тебе есть вот эта женская мудрость, я бы сказал. Ты не бросаешься в чувства с головой, пока не почувствуешь, что перед тобой надежный человек. И партнеров у тебя, как говорится, раз-два я обчелся, а то и вообще не было. Ты ищешь не просто страсть, ты ищешь опору, с которой можно строить будущее. Для тебя важны вот эти семейные ценности, семейные традиции, честность. Ты человек из СССР. То есть ты человек старой закалки. Ты не тот, кто там меняет мужиков как перчатки. Нет, максимум двое. И если ты кого-то выбираешь, то ты делаешь это всерьез и надолго. В тебе, знаешь, редкая способность есть сочетать вот глубокие чувства с трезвым взглядом на жизнь. То есть у тебя не выключается, вот у многих женщин тумблер какой-то выключение есть в голове, и когда они начинают встречаться, то у них каждый второй их пламенный близнецок. Или «все, ты моя родственная душа», а человека даже не видели еще. Вот ты не такая. Любить ты умеешь, но при этом ты голову не теряешь. Ты всегда человека оцениваешь по его поступкам, а не по вот этим вот «я тебе достану звезду с неба, и будем мы с тобой там жить в шалаше». И вот это делает тебя сильной и независимой. Но иногда, конечно, немного одинокой. Люди чувствуют, что с тобой нельзя играть, что ты требуешь уважения, ответственности. И вот эти вот мужики, которые «давай на недельку с тобой повстречаемся», они все обходят тебя стороной. Они тебя боятся, потому что ты требуешь ответственности.
А вот эти инфантильные мальчики тебя, как говорится, стороной, этими 20 километрами обходят. Ты на себя брать обязательства не боишься и ждешь того же самого от своего мужчины. Для тебя любовь — это совместный труд, а не какие-то там романтические прогулки под луной. И именно вот эта твоя основательность, она и привлекает к тебе людей, которые ищут чего-то настоящего, а не вот этого мимолетного. Так как жизнь-то изменится? Смотрим личную жизнь, деньги и работу. Но она кардинально изменится, потому что ты сбросишь с себя огромный груз, который тащишь сейчас. В личной жизни ты вот перестанешь быть той, кто все на себе тянет. Уйдет такое ощущение, что ты одна за всех в ответе. И появится мужчина, или если у тебя его нет, или текущие отношения, они трансформируются так, что ты наконец-то почувствуешь себя женщиной, о которой заботится. И это не просто флирт. Нет, это будет глубокое настоящее чувство, которое наполнит тебя энергией и радостью. Ты перейдешь, знаешь, от вот этого состояния «я все сама» вот к состоянию, где мы вместе идем по жизни. И это будет как глоточек свежего воздуха после вот этой долгой душной комнаты. В деньгах тоже прорыв. Твои усилия, которые сейчас тебе кажутся ношей бесконечной, они принесут плоды. То есть ты выйдешь на уровень, где ты сможешь не просто закрывать какие-то свои базовые потребности, да, там крыша над головой, еда и так далее, а вот по-настоящему наслаждаться жизнью. Будешь позволять себе то, о чем давно мечтала, не считая каждую копеечку. И деньги, они перестанут быть для тебя источником стресса и просто станут инструментом для получения удовольствия. На работе признание ждет. Ты перестанешь быть вот этой, как говорится, там в колхозе больше всего пахала лошадь, но этим, как его, председателем не стала. Нет, у тебя вот не так будет. Ты перестанешь быть вот этой рабочей лошадкой и станешь человеком, кого ценят, чье мнение ценят. И это, знаешь, это может быть или новая должность, или какой-то твой личный успешный проект. Понимаешь? И ты почувствуешь, что твои труды не напрасны. И это даст тебе, как сказать, огромное счастье, огромное удовлетворение. Какой тут совет? Тебе, знаешь, нужно быть предельно честным с собой и не поддаваться на иллюзии. Впереди тебя ждут такие ситуации, где, знаешь, не все будет так, как тебе на первый взгляд будет казаться. Твоя задача — научиться отличать правду от красивой картинки. Важных решений на эмоции тоже не принимай. Если что-то окажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, скорее всего, так оно и есть. Людей проверяй, обстоятельства проверяй. Не словами, а делами. И свою интуицию слушай. Она у тебя очень сильная. Ну, конечно, и про логику не забывай. Но главный совет — не торопись. Дай себе время разобраться там в ситуациях, прежде чем выводы делать. Не бойся задавать вопросы неудобные, требовать ясности от людей. Твоя сила, она в том, что ты умеешь видеть суть, как вещей, так и людей. Но иногда ты позволяешь себе обманываться. Потому что очень хочется верить в счастье, очень хочется верить в сказку, в хорошее. Вот ближайший год тебе нужно научиться балансировать между сердцем и разумом. Чувства свои не подавляй, но и не позволяй им управлять тобой. Когда ты научишься этому, твоя жизнь выйдет на совершенно новый уровень, где ты будешь хозяйкой своей жизни, а не вот этой вот заложницей обстоятельств, которой ты сейчас являешься. Обязательно подпишись на канал, чтобы меня не потерять. И давайте перейдем ко второму варианту.
двоечки. Сигнификация первые две карты, потом три карты это смотрим, и последние две карты это у нас совет. Кто ты, что ты за человек? Ну, ты, знаешь, вот такой человек, у тебя одновременно ты человек завершений и новых начал. То есть у тебя фишка такая. Ты умеешь дела до конца доводить, не бросаешь на полпути, даже когда надоедает тебе до чертиков. И при этом у тебя постоянно новые идеи рождаются, планы какие-то, желание что-то изучить, попробовать, там курсы, то и сё. То есть ты на месте не стоишь, даже когда кажется, что жизнь там остановилась. У тебя очень живой ум. Ты быстро схватываешь суть, любишь докапываться до правды. И ты не вредный, нет, не из вредности ты это все делаешь, а потому что действительно тебе важно понимать, как устроен мир, как устроены люди, как устроено все, что там существует. На красивые слова ты не покупаешься, если за ними нет дела. И это иногда создает тебе проблемы, потому что не все готовы к такой прямоте, как у тебя. Ты прямой человек. И ты достигла того уровня, когда уже не нужно никому ничего доказывать. У тебя внутренняя уверенность, свой опыт, но вместе с этим у тебя, знаешь, вот как сказать, молодое любопытство. То есть ты готова учиться, развиваться, принимать все вызовы жизни. И вот эта комбинация в тебе мудрости и вот этого молодого затора, оно делает тебя очень привлекательной для окружающих. С тобой интересно, потому что ты на прошлом не зациклена, будущего ты тоже не боишься. То есть ты человек, который молодец. Как жизнь изменится через год? Но по деньгам ты на серьезный финансовый уровень выйдешь. У тебя не будет вот это не просто там «мне на жизнь хватает», да, а реальная стабильность будет с запасом. Ты станешь таким человеком, который копейки не считает в магазине. И позволить себе может там качественную одежду, качественную еду и все. И это произойдет не случайно. Ты заработаешь эту стабильность своими руками, своими умными решениями. И у тебя будет ощущение, что ты хозяйка своей жизни. А деньги — это всего лишь твой инструмент, а не постоянная головная боль. Ну, по личной жизни, знаешь, мне тебя порадовать нечем. Если ты Таро не знаешь, то сейчас расскажу. Если Таро знаешь, даже, наверное, говорить не надо, да? Болезненный, но необходимый разрыв. То, что сейчас тянешь из последних сил, это закончится. И да, конечно, будет больно. Но эта боль, она будет, знаешь, как освободительная. Как операция, которая убирает то, что жить мешает нормально. И через год ты просто поймешь, что это было лучшее, что могло с тобой случиться. Освободишься от отношений токсичных, от людей, которые тебя тянут сейчас вниз. Ты станешь свободной для чего-то настоящего. По работе, по работе она превратится в источник радости, в источник общения с классными людьми. Ты перестанешь на работу ходить, как на каторгу. То есть появится вот твой, как бы сказать, твой дружеский круг на работе, с которым приятно решать там задачи, успехи праздновать, корпоративы, возможно, просто время проводить. То есть рабочие отношения, они дружескими станут. А атмосфера будет очень даже приятной. Какой совет? Знаешь, тебе по картам нужно научиться ждать и планировать на дальнюю перспективу. Понимаешь? Сейчас у тебя такой соблазн есть, торопить события. Тебе хочется все везде и сразу. Но по картам они говорят, что не надо торопиться. Самые важные изменения в твоей жизни, они произойдут не за месяц, а будут постепенно созревать.
С малого начни, но, знаешь, начинай уже сейчас. Каждый день вот распиши свою цель и делай маленький шаг в сторону того, чего ты хочешь. Не пытайся все там за неделю или за месяц сделать. Лучше потрать год на то, чтобы выстроить крепкий фундамент, чем гоняться там за какими-то эфемерными быстрыми результатами, которые также быстро и рассыпятся. Еще важный момент этот инвестировать в себя, не бойся. Я имею в виду инвестировать не губы накачать, как пельмени, да, это все шушера, миушера делает, а вот курсы, книги, путешествия, новые знакомства, все, что расширяет твои горизонты, это все окупится, понимаешь? У тебя сейчас, как сказать, ты на пороге нового этапа стоишь, где твои вложения в образование и в твое развитие, они дадут конкретные плоды в виде, конечно же, денег и новых возможностей. Поэтому доверяй жизни. Через год ты посмотришь на свою сегодняшнюю жизнь и просто удивишься, как много всего изменилось. И все вот эти изменения, они начнутся с решений, которые ты примешь в ближайшие месяцы. Ну и, конечно же, я всех предупрежу, что расклады Таро не для тех людей, которые просто сидят, ничего не делают и просто хотят посмотреть расклады. У всех тарологов расклады не работают для людей, которые ничего не делают для своей жизни. Обязательно подпишись на канал, чтобы меня не потерять. И, конечно же, приходи в проживание арканов. Итак, мы давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. Троечки. Кто ты, что ты за человек, сигнификация. Ну а ты испытание-то серьезное прошло. И вышла из них, конечно же, совершенно другим человеком. Сейчас в тебе, знаешь, с одной стороны живет, что ты знаешь, что такое настоящая боль, что такое тревога, когда вот ночами не спишь, мысли вот эти лезут в голову, переживания, а с другой стороны, именно вот этот опыт, он сделал тебя сильной и мудрой. Ты больше не та наивная девочка, которая верит каждому поперечному, каждому встречному поперечному и каждому слову. У тебя У тебя развился внутренний радар на вот эту людскую фальшь. Ты сразу чувствуешь, когда с тобой играют или там пытаются использовать. И теперь ты не стесняешься резко такие попытки пресекать. Твое «нет», оно стало железобетонным. Ты научилась защищать свои границы. И не из злости, а из здравого смысла. И при этом вот в тебе нет ни капли озлобленности на мир. Нету. Ты просто, знаешь, стала умней и практичней. Теперь ты головой решения принимаешь, а не сердцем, потому что нагадили уже в сердце. Ты сейчас все анализируешь, смотришь на факты, не на обещания. Люди это чувствуют и относятся к тебе с уважением, потому что понимают, что ты пират, и с тобой нельзя просто так вот пошутить. Ты не дашься в обиду, как говорится, ни себя не дашь в обиду, ни тех, кого ты любишь. Как твоя жизнь изменится через год? Ну, по личной жизни, знаешь, через год ты будешь в таком режиме постоянного движения и новых впечатлений. То есть никакой бытовухи, никакой скуки, никакой вот этой серой рутины. Ты перестанешь сидеть дома и ждать, когда жизнь сама к тебе пошлет волшебника на голубом вертолете.
ты сама начнешь активно искать приключения. Там не только приключения, новые знакомства, места интересные. И это принесет тебе массу ярких встреч и эмоций. Ты просто дойдешь до того мозгом, да, ты, то есть, поймешь, что вот одиночество — это не приговор, это возможность наполнить жизнь тем, что действительно тебе нравится. По деньгам, ну, знаешь, по деньгам ты достигнешь того уровня стабильности, когда можно расслабиться и наслаждаться, чего ты натворила. То есть у тебя появится ощущение уюта и достатка. На себе экономить перестанешь, начнешь тратить деньги на то, что радость тебе приносит. Появится возможность создать вокруг себя красивое пространство, в котором приятно жить, там гостей принимать, с мужиками знакомиться. По работе, ну, знаешь, ты человеком станешь, который рискует и новое пробует. Но не в плохом смысле рискует, да, а вот появится, знаешь, какая-то легкость в подходе к твоим делам. Перестанешь работу воспринимать как эту, как мешок цемента, как ношу тяжелую. И начнешь относиться к ней как к игре, в которой можно экспериментировать, да, и там получать вообще удовольствие от процесса самой работы. И вот эта свобода, она возможности и успехи принесет на работе. Понимаешь? То есть, чем больше ты заморачиваешься, тем меньше ты денежек будешь получать. Но у тебя наоборот. Это я просто пример привел. Какой совет? Какой совет на год? Ну, знаешь, не бойся планы строить. И мечтать масштабно. Не просто мечтаю о тортике, а мечтай про $1 000 000. У тебя, знаешь, у тебя есть сейчас все, что нужно, чтобы воплотить в жизнь то, о чем ты думаешь. Понимаешь? И при этом обязательно открыто оставайся там для новых людей, для эмоций. Не замыкайся в своих вот этих расчетах и схемах. Тебе, знаешь, нужно будет баланс найти между мышлением вот этим стратегическим, да, и способностью чувствовать момент. То есть, объясню, вот смотри, с одной стороны, ты планируй, цели ставь, шаги продумывай, а с другой стороны, не отказывайся от спонтанности. Когда вот судьба тебе подбрасывает интересную возможность, хватаешь ее. Понимаешь? И вот особенно еще важно не отгораживаться от вот этой романтики, любви, вот это все. Я это по картам говорю, я как сказать, не сторонник такого, но я тебе по картам говорю, поэтому слушай. Вот ты сейчас мудрее, осторожнее стала, но это ж не значит, что нужно сердце закрывать навсегда. Знаю, что тебя бросали, предавали и так далее, и через год в твою жизнь человек войдет, который будет достоин твоего внимания. Не ты достойна его, а он твоего внимания. И вот самое важное сейчас, вот прям запомни куда-нибудь себе, как сказать, на зеркало прилепи. Не пропусти его из-за своей чрезмерной подозрительности. И знаешь, твоя сила, она сейчас не в том, чтобы все контролировать, а в том, чтобы уметь адаптироваться. А ты научилась быть гибкой, не теряя при этом всех своих принципов. И это редкое качество, которое принесет тебе успех прям во всех сферах жизни. Как деньги, так работа, личная жизнь, даже здоровье. Правда, здоровье нельзя на Таро смотреть, но чем ты, как говорится, умненькая у меня, тем лучше будет в твоей жизни. И обязательно не сиди просто вот сложа руки, и а то вон сейчас я видел таких, которым мужчин на пороге снимаю, а говорит, все, буду ждать.
Чего ты делаешь? Ничего. За неделю вышла 5 раз на работу, ну, я имею в виду с понедельника по пятницу. И все, потом дома сижу, жду мужика. Я вот думаю, а откуда он вылезти-то должен? Вот откуда? Из холодильника, из телевизора, или ты курьера себе затянешь домой? Вот так вот, а поэтому будущее, оно вариативно. И если вот я тебе сказал, какие у тебя возможности, принимать это или нет, решать тебе. Ничего не делаешь, ничего не получаешь. И самое главное, совет тебе на год. Помни, что дед всегда рядом.